Как же мне это надоело. Фу. Одеколон и перегар. Ты не мог подождать до вечера? Вечером тебя хоть никто не видит, а здесь полно людей. Послушай, будь человеком, подожди меня на улице. Сколько это будет продолжаться? Ты что, не понимаешь, что позоришь меня? Напрасно ты переживаешь. Я выгляжу ничуть не хуже остальных и буду ждать тебя здесь. Задушил меня своей ревностью. Шагу ступить не даешь. Если ты меня не дождешься, я не обижусь. Я не могу потерять ребенка, как 2 года назад. Сейчас со спортом покончено, я очень хочу стать матерью. Сейчас более чем когда-либо. Я сделаю все, что вы мне скажете. Ну, почему вы меня не похвалите? Похвалю еще. Мы, кстати, почему медлили и так поздно пришли на первый осмотр? Я испугалась. Чего? Это что, я такой страшный, да? Да нет, Ну, спасибо. я просто… Это мои проблемы. Дождался все-таки. Ну как иначе? Доктор, знакомьтесь, это мой муж Виктор. Добрый день. Здравствуйте. Ваша жена умница, молодец, исполняет все мои предписания. Но сейчас главное для нее внимание и забота. Это для нее главный витамин. Да, кстати, ей нужно сделать УЗИ. Вы кого хотите, мальчика, девочку? Дочку? А я сына. У нас, доктор, в этом вопросе нет согласия. Бывает. Спасибо. До свидания. До свидания. Вита Игоревна, дайте-ка мне карточку Бойко. Да, да, сейчас, секунду. А вы весь в бегах, да, как обычно? Что-то вы замороченный какой-то. Что беспокоит? Если это касается здоровья Татьяны, то… Да, беспокоит. Только это больше меня касается. Какой из меня кормилец, а? Карьера фигуриста не получилась. На должность тренера не берут. Я спортсмен, а не деловар. Честно говоря, глядя на вас, с трудом можно поверить, что у вас за спиной спортивная карьера. Я не всегда так выглядел. Просто я в какой-то момент перестал понимать, что мне нужно для счастья. Может, ребенок – это наше спасение. Сперва карьеры не позволяла, потом выкидыш. Она тогда в депрессию ушла. На работе спасалась, занималась чужими детьми. А теперь все будет хорошо. Если вы хотите этого ребенка, хотите, чтобы у вас в семье все наладилось, кончайте бухать. Надежда Алексеевна, вы не подумайте, это я об дверцу шкафа ударилась. Я ничего такого не думаю. Муж сначала ругал меня, а потом смеялся, мол, скажут, мужу не угодила. Правильно, что ругал. А вам нужно быть повнимательнее. Вы почему так переживаете? Вам неудобно? Нет, спасибо.
Роман Алексеевич обычно присутствует на УЗИ своих пациенток. Но ничего, мы сейчас сами все увидим с вами. У вас будет девочка. Дочка, Угу. это хорошо. Ну как дела? Хорошо. У нас будет девочка. Замечательно. Там точно девочка? Я что, ничего не Точно. понимаю. О синяке спрашивала. Пришлось рассказать ей идиотскую историю, которую мы с тобой придумали. Этого больше не повторится. Хорошо, верю. Ты что, опять? Да я всего один глоток. Ну что ты, ну. Все, я тебе перезвоню. Здравствуйте, Владимир Иванович. Здравствуйте, Альберт Александрович. Я хотел узнать по поводу лечения своей дочери. Вы обещали составить протекцию в австрийскую клинику. Так вот, Владимир Иванович, я все помню. Я сегодня же позвоню. Единственное, мне нужно будет результаты обследования вашей дочери. да, И садитесь, Владимир Иванович. да. Просто чтобы вы понимали. Лечение не дешевое, оно… Альберт Александрович, вы не беспокойтесь. Деньги есть. Показатели крови у вас в норме. Ну, несколько лейкоцитов ниже нормы – это пустяки. Кардиограмма отличная. Девочка развивается нормально. Муж-то доволен, он же девочку хотел. Да, доктор. Анализ-то хороший, а вот вы мне что-то не нравитесь. Что происходит? Что случилось? У меня брак трещит по швам. Витя меня ударил. Он сорвался, потом извинялся, но я его ни в чем не обвиняю, потому что я сама виновата. Боже, как стыдно. У меня есть другой. Витя меня с первого взгляда полюбил, а я за него замуж вышла только потому что мы время вместе проводили. Я думала, чувства, они потом появятся. Не сложилось. Я не могу от него уйти. Он без меня сопьется. Тем более, что Кирилл тоже мне ничего не предлагает. Он сам давно женат. Ну, вы не волнуйтесь, это самое главное. Вы помните, что вы сейчас беременны. А часто ответы на какие-то вопросы сами собой всплывают. Вообще непонятно откуда. Доктор, я время у вас заняла. Спасибо, Роман Алексеевич. До встречи. Доктор, спасите ее. Так, что по существу? Обнаружено дома без сознания. Дыхание спонтанное, самостоятельное, поверхностное. Давление 100/60, пульс 90. Видимых повреждений нет. Сердцебиение плода 170-180 ударов в минуту. Все, что вводили, его здесь вести скоро. Так, Вита, Андрей, общий анализ крови, нацито, газовый анализ крови. Давайте к монитору подключите. Давайте быстро, быстро, быстро. нельзя. Кому же можно, если не мне? Ставицкую реаниматолога, быстро. Пациентка не реагирует на световые, звуковые, болевые раздражители. Дыхание спонтанное, поверхностное. Есть подозрение на внутричерепное кровоизлияние, скорее всего, сосудистая аневризма. Расширение сосуда. Врожденное.
Скорее всего, она спортсменка бывшая, наверняка анаболики принимала. Это могло усугубить патологию. Ну что, Надежда Алексеевна, что УЗИ? Беременность 28 недель, сердцебиение 170 ударов в минуту, состояние плаценты и околоплодных вод соответствуют сроку беременности. Перебой сердечного ритма. Она не дышит. Нарастает внутричерепное давление. Переводите ее на аппарат. Состояние Самойловой тяжелое, но беременность мы не прерывали. Самое важное сейчас – это пролонгировать беременность и жизнь пациентки на 168 часов. Мне кажется, что именно неделя нужна для того, чтобы подготовить легкие девочки к самостоятельному дыханию. Потом нужно будет сделать 4 укола дексаметазона и затем кесарево. Ну, это по меньшей мере безответственно. Чего вы, Альберт Саныч? Нужно дать ребенку шанс. Екатерина Сергеевна, я прошу вас освободить меня от участия в проекте Романа Алексеевича. Я с удовольствием удовлетворю вашу просьбу, Альберт Александрович. Вы можете быть свободны. Благодарю вас. Давай сейчас пригласит. Доктор, я здесь с ума схожу. Ну скажите хоть что-нибудь. Вам сейчас без меня все расскажут. Какова вероятность восстановления функции головного мозга пациентки? После такого обширного поражения нулевая. Мы должны согласовать решение о продлении жизнеобеспечения пациентки с ближайшими родственниками. С кем будет разговор? С мужем, Татьяна Павловская. Он ждет в коридоре. Пригласите его, пожалуйста. Зайдите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста, присаживайтесь. Будьте добры, расскажите, пожалуйста, что произошло поконкретней. Дома Таня пожаловалась на головную боль и упала без сознания, и я вызвал скорую помощь. Я всегда знал, что эти травмы ни к чему хорошему не приведут, особенно последние, когда она сильно ударилась головой об лед. Большой спорт калечит людей. А что с Таней? Почему вы на меня так смотрите? Доктор, Таня жива? Вы сейчас должны быть очень мужественны. Татьяна в глубокой коме. Если избегать медицинских подробностей, у нее кровоизлияние в мозг. И, по нашему мнению, она вряд ли придет в сознание. Виктор, я начмед. Меня зовут Савчук Екатерина Сергеевна. Мы обязаны поставить вас в известность о дальнейших планах в сложившейся ситуации. Мы попытаемся спасти ребенка, но для этого нам нужно ваше разрешение на продление беременности Татьяны. Письменное разрешение. Как же я дальше без Тани? Держитесь, я вас очень прошу, соберитесь. Вам сейчас нужно быть сильным ради ребенка, за жизнь которого мы будем бороться. Да, ну ей же мать нужна, а не такой отец, как я. Послушайте, сейчас важно ваше разрешение. Мы можем начать бороться за жизнь вашей девочки. Моей девочки? Да, конечно. Что надо подписать? Послушайте, мне сказали здесь, что я могу найти доктора, который наблюдает Самойлову. Вы нашли его, это я, Широков Роман Алексеевич. Муж Татьяны сказал, что она в роддоме. Я очень волнуюсь, я переживаю, я не знаю, где она, что она, в какой палате, что случилось. Вы меня простите, я первый раз вас вижу, я не знаю, кто вы. Вы кем Татьяне приходите? Я бывший тренер Татьяны и Виктора. Да, я сейчас работаю, я директор Дворца спорта, в котором Татьяна ведет детскую секцию. Вот, понимаете, ну, в общем, мы с ней не чужие люди. В общем, это долгая история, это… Вы знаете, я готов услышать самое важное в этой истории.
Присядем? Да. Понимаете, мы любим друг друга. Татьяна мужа жалеет. Говорит, что он без нее сопьется. В общем, запутались все. Ясно. Поэтому мне с ней нужно очень поговорить. Я могу ее видеть? Увидеть вы не можете, потому что, если коротко, то она без сознания, подключена к аппарату искусственного дыхания. Ну, если без нюансов, в общем, она в коме. И шансов на восстановление функций мозга у нее нет. Как это так? Я не могу поверить. Может, это ошибка, да? К сожалению, нет. А что с ребенком? Мы пытаемся спасти девочку. Ребенок родится недоношенным. Очень важно, чтобы легкие смогли сами развиваться и чтобы она впоследствии смогла дышать. Значит, все-таки у девочки есть шанс? Да, шанс есть. Операция кесарево сечения через неделю. Я вам самого главного не сказал. Возможно, я отец ребенка. Кирилл? Ты же сделаешь. Слышишь, это тебя не касается. Касается. Касается, сволочь. Слышишь, уйди отсюда. Это за тебя. Это ты заставлял ее тренироваться до изнеможения. Ты! Чего? Да пошел ты отсюда. Что? Пошел, я сказал. Сказал тебе, слышишь, это ты во всем Убери виноват. руки. Отцепись, пьянь. Да, я пьянь, а ты убийца. Ты понимаешь, что это ты виноват? Успокойся. Мне надо к доктору, к этому, к Широкову. Это мне надо к Широкову. Он меня лучше понимает. В отличие от некоторых, у меня мозги не проспиртованы. Роман Алексеевич, тут с вами двое хотят поговорить. Хорошо, в ординаторскую родильную, да. Пошли, но без драки. Вперед. Роман Алексеевич, вам не о чем разговаривать с этим человеком. Послушай, доктору виднее, с кем ему нужно иметь дело, а с кем нет. Теперь послушайте меня, у меня нет никакого желания участвовать в ваших разборках. Есть что сказать по существу? Ну что молчим? Тогда я скажу. Сегодня у Татьяны операция. Разрешите мне присутствовать при операции. Это невозможно. Я должен присутствовать, понимаете, я должен присутствовать. Вы слышите, на это операции. невозможно. Но вот остаться и дождаться результатов операции вы можете. Хорошо. Кто останется? Не надоело быть третьим лишним, а? Послушайте, кто официальный муж Самойлова? Я муж Ну, Самойловой. пойдемте. Ну, все. Некогда, миленький, некогда. Я хочу, чтобы моя дочь жила. Наберитесь терпения, не сидите здесь, не надо, идите к кабинету Широкового. Вы обещаете, что все будет хорошо? Держитесь. Достаю ребенка. Ай, красавица Ну что? какая. Что, коллеги, похоже, мы бессильны. Виктор, Что с моей женой? у вас родилась девочка. Она пока будет в отделении для недоношенных детей. Я думаю, что самое ужасное для нее позади. Таня. Дайте присесть. Тани больше нет, она умерла во время операции. Я очень сожалею. Как же мне теперь
дальше жить. Как же я смогу дальше-то? Должны набраться сил. Жить дальше, потому что вот теперь у вас есть дочь. Таня, это же любовь всей моей жизни. Я знал, что у нее роман с тренером. Я и пить-то из-за этого начал. А однажды в мобильный ее заглянул, а она даже смс-ки не удаляла. Наверное, хотела, чтобы я прочел и ушел. А я не ушел, и она не уходила. Жалела, наверное. Я ведь ее, доктор, только один раз ударил. Я же себе этого больше никогда не прощу. Она вас простила. Говорю это с ее слов. Если бы только знать, что вот так вот все может случиться. Послушайте, никто не мог знать, как все будет и чем все закончится. Понимаю, что Таню уже не вернуть, но для дочери я стану хорошим отцом. Я все сделаю ради нее. Жак, какими судьбами? Я тебя не ожидала снова увидеть. Я здесь по делам фирмы. Нам надо поговорить. У меня нету возможности с тобой разговаривать. У меня очередь, у меня толпа людей, у меня прием. Но... Что но, Жак? Что непонятного? Лиз. Я говорю, очередь. Елизавета Юрьевна, здравствуйте. Вообще-то сейчас моя очередь. Татьяна Николаевна, конечно, проходите. Жак, Я- выйдите, пожалуйста, из кабинета. Здравствуйте. Татьяна Николаевна, ну, слушайте, ну, гораздо лучше выглядите. Просто очень хорошо. Спасибо. Спасибо. Скажи, как сегодня Самойлова прошла? Ну как? Девочка слабенькая, но будем надеяться, что выкарабкается. Понимаешь, она обязана выжить хотя бы назло выпадом Думанского. Давай, не, от драконов ни слова. Давай. А ты, кстати, знаешь, что у нашей малютки целых 2 папы? Да? Теперь у Широкого будет проблема, пока будут решать, кто из них будет ее растить. Вот именно что, растить. А ты дежуришь сегодня? Да. Широковым. Поздравляю. Есть чем поздравлять. Просто Широковым. Ну да. Иди. Да, пап, я сегодня в роддоме дежурю. Да, я поем, чай попью. Взял бутерброд, взял. Не волнуйся. Нет, не один. Со Ставицкой. Да. Ну все, давай, обнимаю, пока. Роман Алексеевич, Да. хорошие новости. У дочки Самойловой легкие работают хорошо. Задышала наша малышка сама. Отлично. Хорошая новость. Айда Татьяна Викторовна, молодец. Татьяна? Это кто так решил? Отец решил. Посмотрел на нее и говорит, Татьяна. Ну вот, это все на сегодня. До свидания. Спасибо, Елизавета Юрьевна. Пригласите следующего. Да, до встречи. Так, Жак, опять что непонятно? Я сказала, что мы сегодня не будем разговаривать. Я занял очередь, она подошла. Я твой следующий пациент. Теперь ты можешь принять меня? Да, безусловно. Присядьте, пожалуйста. На что жалуетесь? На тебя. Зачем ты обманула меня? Ведь ты мама моей Валерии. Узнал. И что это меняет? Это меняет все. Я очень благодарен тебе. Ты воспитываешь мою дочь. Я воспитываю свою дочь. Лиз, ну не надо мне делать еще больнее. Я не мог тогда поступить иначе, я же объяснил. Я помню.
Я знаю, что ты одна воспитываешь мою дочь. Я знаю, что у тебя нет жилья. Почему ты отвергаешь меня? Потому что ты бросил ребенка. Я прошу тебя, ты должна дать мне шанс исправить эту чудовищную ошибку. Я ничего тебе не должна. Остановись! Прости. Я прошу тебя, пригласи в кабинет Льва и Романа. Это еще зачем? Я прошу тебя, умоляю, пригласи их. Хорошо. Если это остановит эти твои неожиданные визиты, с большим удовольствием. Я не понимаю, а что за спешка? Вообще голос у них по телефону не понравился. Сейчас разберемся. Здравствуйте, Жак. Привет всем. Я очень благодарен вам, что вы пришли. Я хочу, чтобы вы стали свидетелями и судьями. Вы знаете, как я поступил с Валери? Это была чудовищная ошибка. Господину Паскалю очень нравится определение «чудовищное». Я искренне раскаиваюсь. Я понимаю, у меня нет прощения. Но я умоляю вас простить меня. Это невыносимо. Ну, хотите, я стану перед вами на колени? Ну, ладно, перестаньте, в конце концов. Мы вам верим. Как говорится, повинную голову меч не сечет. Хорошо, мы тебя прощаем. Лёва, ты не возражаешь? Раскаяние вроде искреннее, прощение получено, но… А дальше что? Ничего. Абсолютно ничего. Я счастлив. Я счастлив, что Валерия такая замечательная мама. Но я умоляю вас не отвергать меня. Позволять мне видеться с девочкой и принимать мою помощь. Началось. Я умоляю тебя, позволь мне увидеться с дочерью. У меня самолет через 4 часа. Да. Вот. Это для Валерии. Я ничего брать не буду. Я хорошо зарабатываю. Послушайте, объясните вы ей. Я просто не могу иначе. Лизочка, ну, возьми. Лёва. Лиз, ну, в конце концов, это больше нужно девочке. Вы меня поняли, и я вам очень благодарен за это. Скоро я увижу свою дочь. Моя жизнь снова обретает смысл. Ну и хорошо, что так все закончилось. Мы очень рады. Да, хорошо, когда всем хорошо. Перед отъездом я еще должен повидать Лиз. Я подожду ее здесь, в холле. Счастливо. Ну, мы пойдем. Но прежде чем мы расстанемся, как по-русски, нам пасашок. Я хочу, чтобы вы выпили за здоровье моей девочки, за золотое сердце Лисы, за то, что я счастлив возвращаюсь домой. Оливер. До свидания. Мне нравится, как ты выглядишь. В смысле, ты всегда такой аккуратный, ухоженный. Это все школа отца? Он же у тебя военный, да? Да нет. Нет? Женщины. Женщины? Угу. Любовницы, подруги. Одна постирает, другая зашьет, третья борщ приготовит. А почему ты не уехал в столицу? Там таких, как я, пруд пруди. И за каждым кто-то стоит. А тут я первый парень на деревне. Что, разве плохо? Я не это хотела услышать.
Я хотела услышать правду, а это неправда какая-то. А ты какую правду хочешь услышать? Ту, которая тебя так терзает внутри. А с чего ты взяла, что я так мучаюсь, прям терзаюсь? Ну, я же по глазам вижу. А что еще там видишь? Одиночество. Да ты прорицательница. Нет, я просто женщина, я понимаю, мне нет еще 30, но, поверь мне, я прошла ускоренные курсы жизни. В ней были и разочарования, и предательства, и боль. Душевная и физическая. У меня был жених, любимый. Мы строили планы на будущее. Я забеременела. Хотела назвать мальчика его именем. А потом все кончилось. Банально, он изменил мне с лучшей подругой. Был выкидыш. А потом этот страшный диагноз бесплодие. И я хотела уехать. Поэтому уехала в Ливию. Подальше от себя. И не веришь, что я тебе это все рассказала. Извините, что так поздно. Я не доживу до утра. Доктор, мне бы с вами поговорить. Пожалуйста, выйдите в коридор. Я сейчас через минуту выйду, и мы поговорим. Прости. Доктор, как прошла операция? Девочка в отделении для недоношенных детей. А Татьяны... ее больше нет. Соболезную. Больше нет. Павловский признал ребенка. Да, признал. Это мой ребенок. Татьяна вам об этом сказала? Нет. Она не хотела говорить на эту тему. Послушайте, мне кажется, что у вас было достаточно времени, чтобы сделать свой выбор. Годы. Вы же не оставили свою семью ради любви к Татьяне. Не оставил. У меня недавно внук родился. Ну и что вы собираетесь делать? Рассказать все жене, детям? Они к этому готовы, думаете? По-моему, у меня уже нет ни выхода, ни времени на раздумье. Извините, пойду я, доктор. Извините за поздний визит. Да, непростой случай. Да. Оба готовы взять на себя ответственность. Но один обязательно останется ни с чем.
желание иметь ребенка останется несбыточной мечтой. Ведь желание – это не всегда возможность. Я знаю только одно, что надеяться нужно всегда. Самые заветные мечты, они рано или поздно сбываются. Доброе утро, Роман Алексеевич. Доброе утро. Моя жена Наталья Сергеевна. Очень приятно. Чем могу помочь? Муж мне все рассказал, хотя мог бы этого не делать, я все знала. Одним словом, мы готовы забрать ребенка. Понял. Всем привет. Доктор, тут все, что надо для дочки. Да. Что ты снова тут делаешь? Дело в том, что Маслова готова забрать девочку. Что? У меня не было другого выхода. Ты когда-нибудь оставишь нас в покое или нет? Слушай, я тебе ничего не обещал. Стоп. Давайте-ка мы разберемся по-взрослому, только давайте без драки, ладно? Да в чем тут разбираться? Скажите, какие документы надо подписать? Наталья Сергеевна, до документов еще очень далеко. Давайте мы с вами прогуляемся, а мужчины пусть говорят тет-а-тет. Давайте. Присаживайтесь на диван. Какой доктор деликатный. Настоящий мужик. Это и я мог принести. У тебя трудности с деньгами. У тебя проблемы с алкоголем. Я у тебя в долг не просил. А со спиртным я завязал. Ты имя выбрал? Только Танечка. Что? Назвать девочку именем покойницы? Кирилл, я любил Таню больше жизни. Этот ребенок – это все, что у меня осталось. Я тоже ее любил. Я готов на экспертизу, а ты? Как будто у меня есть выбор. Вот и все. Результат будет через 7 дней. Угу. А этот анализ достоверный? Ну, имеется в виду, что ничего нельзя перепутать. Да не переживайте, не перепутаем. Павловский перед вами о том же спрашивал. Я ему объяснил. Ошибки у нас быть не может. Послушайте, доктор, а если я вас попрошу, ну, чтобы вы показали определенный результат? Это вы о чем? Понимаете, я готов любые деньги заплатить, лишь бы анализ показал, что отец я. Понимаю. Всего доброго. Результаты будут у доктора Широкова. Напрасно вы так, доктор. Доктор. Здравствуйте. Здравствуйте. Готов анализ? Да, анализ готов. Кто отец? Вы отец. Нет, правда. Да, правда, тут двух мнений быть не может. Я могу забрать девочку? Вам плохо? Нет, спасибо, все в порядке. Да я вижу, как все в порядке. Может, я чем-то помочь могу? Спасибо, чем тут поможешь? Извините.
можете забрать ребенка. Ну, а тогда у Виктора ничего не останется. У него есть только эта девочка. Она как частица Татьяны. Вы меня простите, вот чисто по-человечески, просто вы подумайте, у вас нет вины никакой перед Виктором, Татьяной. Как вы будете жить дальше, зная, что ваша воспитанница умерла, а ее муж спивается? Ну, я ведь отец. Я понимаю, что то, что я предлагаю, это ужасно. Чего Маслова первым позвала? Скоро все узнаешь. Скоро ты узнаешь, есть ли смысл в твоей жизни или его нет вообще. Поздравляю тебя. Ты отец. Танечка, родненькая моя, кровинушка. Ну что, терпение тебе, отец. Спасибо. Счастливо. Не мог его не проводить. Это я понимаю. Ой, такой молодец. Вот цветы мне подарил. Я так рада за него. Теперь его жизнь обрела смысл. Теперь у него все получится. Да, я в этом уверен. Я даже не знаю, кто кому больше нужен. Он девочке или девочка ему. Даже страшно представить, что было бы, если бы результаты анализов показали, что не он отец. Да, вот и я не представляю.